Мое дитя, слушай меня всем весом своего сердца, потому что то, что я собираюсь открыть тебе, несет в себе божественную срочность, которая не может ждать. Ты вошел в этот момент не по совпадению, а по предназначению. Ты молился о чуде, просил меня открыть дверь, которая оставалась закрытой, задавался вопросом, слышу ли я тебя до сих пор, действует ли еще завет, который я заключил с тобой, была ли реальной та обетованная мною тебе тайна, которую я прошептал в твой дух много лет назад. И сейчас я говорю тебе, я привел тебя сюда, потому что это послание – ключ к той трансформации, о которой ты умолял. Остаться со мной до конца, потому что в моих словах спрятан секрет, который откроет для тебя сферу изобилия, богатства, мира и святого восстановления. Но ты должен слушать внимательно, потому что каждый момент строится на предыдущем, и финальное откровение обретет смысл только тогда, когда ты услышишь каждую часть. Ты взывал ко мне в тихие ночи, спрашивая, когда придет благословение, когда наконец разрушится позор нужды, когда уйдет тяжесть страха, счетов, долгов и неотвеченных молитв. Ты задавался вопросом, почему тебе пришлось пройти через бури, в то время как другие, кажется, идут через праздники. Ты сомневался в своей вере, думал, не забыт ли ты, не игнорируют ли тебя, не прошли ли мимо тебя. Но я говорю тебе сейчас, в этот святой миг твоей жизни, ты не забыт, ты не невидим, ты не оставлен. Прямо сейчас вокруг тебя происходит сверхъестественный сдвиг, даже сейчас, пока ты слушаешь. Но тебе нужно остаться. Ты должен услышать все послания, которые я даю, потому что переломный момент скрыт в середине, а окончательное высвобождение твоего наследия открывается только в последнее мгновение. Прямо сейчас, прежде чем пройдет следующая секунда, я хочу, чтобы ты признал нечто несомненное. Ты был приведен сюда, потому что стоишь на краю нового сезона. Ты ближе к прорыву, чем представляешь. То, что ты называешь задержкой, я называю подготовкой. То, что ты называешь тишиной, я называю стратегией. То, что ты называешь страданием, я называю формированием сосуда, избранного для большего урожая. Остаться до конца этого послания, потому что позже в этом тексте наступит момент, когда я открою тебе точное духовное выравнивание, которое ты должен принять, чтобы разблокировать то, что уже ждет тебя. Если ты уйдешь раньше, ты пропустишь самый ключ, предназначенный изменить всю твою жизнь. Я возлагаю святую срочность на твой дух прямо сейчас, потому что следующая глава твоей жизни зависит от того, что ты сделаешь с истиной, которую я собираюсь высвободить. В твоей жизни есть скрытый узор, тайная нить, протянувшаяся через прошлые битвы, финансовые трудности и моменты отчаяния. До конца этого послания я обнажу этот узор, и как только ты увидишь его, ты никогда больше не будешь бояться нужды. Но ты должен остаться. Ты должен быть внимателен. Ты должен принять каждый слой, потому что они связаны друг с другом, как ступени, ведущие вверх к твоей судьбе. Мое дитя, ты находишься в одном вдохе от начала чуда, которое перепишет твою историю. Но я еще не открою тебе полную инструкцию. Не сейчас. Не в этот момент. Ты пока не готов к этой части. Сначала мне нужно, чтобы ты прошел со мной через следующую часть. Там ждет тебя нечто сильное, неожиданное, нечто такое, что сделает финальное откровение ударом с несомненной ясностью, попадающим прямо в твою душу. Не останавливайся здесь. Не делай паузу. Не уходи. Продолжай слушать, потому что это только начало, и то, что будет дальше, потрясет стены, окружающие твои сомнения. Мое дитя, теперь, когда твой дух пробужден к срочности этого божественного момента, мне нужно, чтобы ты честно посмотрел на то место, где ты на самом деле находишься. Не на ту версию жизни, которую ты делаешь вид, будто она приемлема. Не на храбрую улыбку, которую ты натягиваешь, когда люди спрашивают, как у тебя дела. Я обращаюсь к реальности, которую знаем только ты и я,
к усталости, страху, скудости, которые в тишине сжимали твое сердце. Я вижу тяжесть, которую ты несешь, напряжение в твоем духе, бурю, которая не дает твоему разуму уснуть по ночам. Я вижу неоплаченные счета, уменьшающийся банковский счет, мечты, отложенные из-за нехватки, разбитые ожидания, молитвы, которые, казалось, остались без ответа. И я говорю тебе с божественной властью, давление, которое ты чувствуешь, не знак оставленности, а подготовка к трансформации. Были дни, когда ты чувствовал себя пойманным в цикл, который отказывался прекращаться. Ты пытался подняться, но что-то постоянно тянуло тебя назад. Ты пытался откладывать деньги, только чтобы видеть, как внезапные нужды забирают все, что ты собрал. Ты пытался двигаться вперед в вере, но жизнь поднимала такие бури, что ты начинал сомневаться в моих обещаниях. Ты задавался вопросом, почему другие, кажется, процветают, в то время как ты остаешься в тени. Ты сомневался, доходят ли твои молитвы до меня, имеют ли еще смысл твои слезы, принесут ли когда-нибудь твои усилия урожай. И там, в этой болезненной, незаполненной пустоте, тихий голос шептал: «Наверное, такая жизнь у меня будет всегда». Но я не поместил тебя на землю, чтобы ты жил под грузом поражения. Я создал тебя для изобилия, для благословения, для наследия, для судьбы, гораздо большей, чем те ограничения, которые ты видишь сегодня. Ты проходил через тихую войну, которую никто по-настоящему не понимает. Ты нес обязанности тяжелее, чем твои ресурсы. Ты выдерживал эмоциональные бури, притворяясь, что с тобой все в порядке. Ты был сильным для других, даже тогда, когда сам чувствовал, что внутри ломается. И когда ты взывал, когда твой дух дрожал под давлением, когда ты ощущал, как ускользает твоя надежда, ты спрашивал меня: «Бог, почему это происходит со мной?» Мое дитя, боль, которую ты перенес, никогда не предназначалась для твоего уничтожения. Она была дана для того, чтобы поднять тебя в новое измерение чуда и обновления. Но сначала мне нужно, чтобы ты признал одну истину: бедность – это не просто финансовое состояние. Это духовное давление, призванное раздавить твою идентичность, твою смелость, твой голос, твое сердце, твое чувство предназначения. Есть бедность веры, которая убеждает тебя, что перемен не бывает. Есть бедность ожидания, которая заставляет тебя соглашаться на меньшее, даже если ты создан для большего. Есть бедность видения, которая ослепляет тебя к тем дверям, которые я открываю прямо перед тобой. И есть бедность доверия, которая шепчет, будто мой завет мог истечь. Но послушай меня сейчас, мой завет никогда не истекает. Мое обещание не может быть расторгнуто. То, что я произнес над твоей жизнью, вечно. Ты мог забыть об этом, но я – нет. Ты мог сомневаться в этом, но я – нет. Ты мог отложить это, но я не отказался от этого. И сама причина, по которой я сейчас говорю с тобой, в том, что ты стоишь на пороге сверхъестественного сдвига, который приведет тебя в изобилие и богатство, намного превосходящее все, что ты можешь вообразить. Но прежде, чем я открою больше, я прошу тебя сделать нечто простое, но сильное. Если ты слышишь мой голос в этих словах, если твой дух чувствует это божественное притяжение, если ты знаешь, что это послание для тебя, тогда остановись на мгновение и поставь этому видео отметку «Нравится». Это не просьба ради тщеславия или цифр. Это акт согласия, символический жест веры, заявление о том, что ты выбираешь оставаться соединенным с этим духовным высвобождением. Когда ты нажимаешь эту кнопку, ты говоришь: «Бог, я готов». «Бог, я слушаю». «Бог, я встаю в выравнивание». Твое действие – это знак семя послушания, которое активирует следующий уровень откровения, которое я открою.
Так что сделай это сейчас, а затем продолжай идти со мной, потому что дальше я начну вскрывать самые корни той нищеты, под гнетом которой ты жил. Ты жил на поле битвы, замаскированном под жизнь. Ты сражался с невидимыми силами, страхом, стыдом, финансовым гнетом, нехваткой возможностей, нестабильностью, эмоциональным истощением. Эти бури пытались убедить тебя, что ты обречен бороться вечно. Но услышь меня ясно, борьба не была твоей судьбой. Она была подготовкой к твоей трансформации. Она была огнем, который очищал тебя. Она была местом, где я формировал твою стойкость. Она была тьмой, которая освобождала место для моего света. И все же я знаю, как это было тяжело. Я знаю разочарование от дверей, которые захлопывались, как только ты думал, что они откроются. Я знаю боль от планов, рушащихся в тот самый момент, когда ты верил, что наконец двигаешься вперед. Я знаю унижение, когда приходится пересчитывать монеты, рассчитывать траты на еду, жертвовать мечтами, выбирать выживание вместо радости. Ты нес ноши, которые никогда не мент было нести одному. Но теперь присмотрись внимательнее, потому что то, что ты пережил, не было наказанием. Это была расстановка. Ты готовился к такому великому чуду, что если бы я дал его тебе раньше, ты не смог бы удержать его. Ты проходил обучение, чтобы принять богатство и не потерять при этом душу, нести изобилие и не быть поглощенным гордостью, ходить через открытые двери, не забывая того, кто их открыл. Этот сезон борьбы заострил твой духовный слух, углубил твою сострадательность, расширил твое понимание и подготовил твое сердце к благословению, которое приближается. Мое дитя, все, через что ты прошел, нарастало до этого момента. Я поднимаю завесу. Я открываю узор. Я обнажаю цепи. И в следующей части я покажу тебе, что ты не первый, кто идет через такую тьму. Я напомню тебе одну историю из моего слова, святое, сверхъестественное и неожиданное чудо, которое отражает твой путь гораздо сильнее, чем ты сейчас видишь. Но не спеши вперед. Ты должен принимать по порядку. Ты должен понимать каждый слой. Ты должен остаться, потому что следующее откровение пронзит те ложи, которые держали тебя внизу годами. Иди дальше. То, что будет дальше, потрясет самые основы твоих сомнений. Мое дитя, теперь мне нужно, чтобы ты пошел со мной глубже. Ты прошел через свои бури, но еще не понял, что именно они формировали. Страдание, которое ты вынес не случайно, не бессмысленно и не забыто. Каждая слеза, каждое разочарование, каждый момент потерь выровняли тебя с одним из самых божественных и святых узоров в Писании. Прежде чем я полностью открою его, мне нужно задать тебе вопросы, которые проникнут в те уголки твоей души, которые ты пытался скрыть, потому что только истина ведет к трансформации, и только обнажение ведет к чуду. Скажи мне, сколько раз ты молился о избавлении от финансового краха, тайно боясь, что ничего не изменится? Сколько ночей ты открывал мне свое сердце, прося об изобилии, но ожидая, что сначала придет очередная волна нужды? Сколько раз ты верил моему обещанию, только затем наблюдая, как жизнь будто противоречит ему, оставляя тебя в сомнении, не слишком ли мала твоя вера или, возможно, мой завет с тобой каким-то образом не сработал? Эти вопросы не для осуждения, но чтобы указать точно то место, куда должен войти твой прорыв. Сейчас я спрашиваю тебя с святой серьезностью, как долго ты нес тяжесть бедности на своих плечах, будто это то, что ты заслуживаешь? Как долго ты позволял воспоминаниям о прошлых неудачах заглушать твою надежду? Как долго ты оставался запертым за дверями, которые считал закрытыми, тогда как ключ к ним я вложил в твой дух еще давно? И как долго ты прятал свои мечты, свои настоящие мечты, потому что жизнь убедила тебя, что мечтать опасно? Мое дитя, эти раны важны.
Они формируют твои решения, твои ожидания, твой голос, твое видение. Вот почему я введу тебя в одну из самых мощных историй моего слова, не как урок из прошлого, а как зеркало твоей собственной жизни. Это история вдовы из 4 царств 4 главы, женщины, которая стояла на краю слома, эмоционально разбитая, финансово разрушенная, духовно истощенная. Ее муж умер. Ее долги душили ее. Взыскатели угрожали забрать ее сыновей в рабство. У нее ничего не осталось, кроме дома, полного воспоминаний, и маленького сосуда с маслом, настолько незначительным, что он казался бесполезным. Ее будущее выглядело скорее как проклятие, чем как благословение. Звучит ли это знакомо для тебя? Был ли момент, когда ты стоял передо мной, чувствуя, что то малое, что у тебя осталось, никогда не сможет стать достаточным? Смотрел ли ты когда-нибудь на свой банковский счет, на свои обстоятельства, на свою жизнь и думал: Бог, из этого не может родиться чудо? Смотрел ли ты на свои последние ресурсы, свою силу, свою надежду, свою смелость и задавался вопросом, не слишком ли они малы, чтобы я мог их умножить? И в эти моменты чувствовал ли ты тот же страх, что и вдова, страх, что все, кого ты любишь, могут быть у тебя отняты? Мое дитя, не стыдись своих ответов. Я уже знаю их. Но я спрашиваю, потому что хочу, чтобы ты сам столкнулся с истиной. Ты живешь в том же духовном узоре, что и она. Ты столкнулся со своими взыскателями, страхом, скудостью, тревогой, нестабильностью, истощением, нескончаемыми счетами, разрушенными планами. Твой дух был загнан в угол, где тебе оставалось либо рухнуть, либо поверить. И вот здесь мне нужно, чтобы ты был особенно внимателен, потому что то, что я сделал для той вдовы, я готовлюсь сделать для тебя, но в масштабе, которого ты еще даже не можешь представить. Когда она воззвала к Елисею, она не пришла с гордостью. Она пришла с отчаянием, тем же отчаянием, которое привело тебя к этому моменту. Она не принесла богатства, она принесла пустоту. Она не принесла план, она принесла мольбу. Она не принесла силу, она принесла свою сдачу. И я ответил ей не потому, что ее обстоятельства были благоприятными, а потому, что ее сердце заняло правильную позицию для моего сверхъестественного вмешательства. И все же сейчас я должен спросить тебя, и этот вопрос может резануть глубоко: готов ли ты позволить мне увидеть ту пустоту, которую ты скрываешь? Ты хочешь богатства, хочешь изобилия, хочешь открытых дверей, хочешь наследия, но готов ли ты позволить мне разрушить стены вокруг той части тебя, которая до сих пор боится быть разочарованной? Готов ли ты позволить мне коснуться ран, о которых ты делал вид, что они уже зажили? Или ты до сих пор боишься, что если снова начнешь надеяться, то рухнешь, и если что-то пойдет не так? Мое дитя, многие просят у меня чуда, но немногие готовы обнажить ту правду, которая его удерживает. И теперь я задам еще один вопрос. Каким ужам о себе ты поверил из-за своих финансовых трудностей? Ты начал верить, что проклят. Ты начал верить, что ты недостаточно умен, недостаточно способен, недостаточно достоин. Ты начал смотреть на себя через призму неудачи, а не через призму моего обещания. Я спрашиваю, потому что стыд и скудость – это духовные тюрьмы. Пока ты их не признаешь, они остаются. Но как только ты столкнешься с ними лицом к лицу, они теряют свою силу. Вдова столкнулась со своими. Она не делала вид, что сильна. Не делала вид, что в безопасности. Не делала вид, что контролирует ситуацию. Она принесла свою правду к моему пророку, и эта правда стала дверью в тот урожай, который полностью изменил ее судьбу. Но вот часть, которой ты не ожидал, часть, которая напрямую и неожиданно связывает ее историю с твоей. Чудо пришло не потому, что у нее было много масла. Оно пришло потому,
что она была готова умножать то, что казалось незначительным. Поэтому сейчас я спрашиваю тебя, что в своей жизни ты называешь незначительным? Какой дар ты закопал? Какую возможность ты отверг? Какую идею проигнорировал? В какой своей силе ты засомневался? Какой акт веры отложил, потому что страх сказал тебе, что у тебя слишком мало, чтобы это имело смысл? Мое дитя, масло вдовы было ее ключом, ее дверью, ее скрытым секретом. И я говорю тебе сейчас, у тебя тоже есть сосуд с маслом. Нечто в твоей жизни, что выглядит несущественным, но на самом деле является основанием твоего прорыва. И позже в этом послании, ближе к финальному откровению, я обнажу это скрытое масло в твоей жизни. Но не сейчас. Ты пока не готов к этой части. Сначала ты должен понять духовный принцип, лежащий в ее основе, принцип, который перевернет все внутри тебя, когда ты его постигнешь. Остаться со мной. Следующая часть покажет тебе, как именно ее чудо отражает твою собственную битву и как именно то, что ты упускал из вида, является сосудом, через который я наполню твою жизнь благословением до перелива. Мое дитя, теперь, когда ты увидел, как твоя борьба отражает бремя вдовы, ты должен понять более глубокую истину, скрытую в ее истории. Было в ней нечто святое, сокровенное, почти невидимое, что изменило все не само масло, а момент, когда она решила действовать. Ее чудо началось не тогда, когда сосуды наполнились, а тогда, когда она столкнулась с болезненной моральной дилеммой – послушаться божественной инструкции, которая не имела смысла, или остаться в безопасности своей безнадежности. И сейчас ты стоишь на том же пороге, перед тем же духовным перекрестком, перед решением, которое определит траекторию твоей судьбы. Прежде чем мы пойдем дальше, ты должен слушать меня всем весом своего сердца, потому что то, что будет дальше, не для случайных слушателей. Это привилегированное знание, открытое только тем, кто готов принять его со смирением и мужеством. Вдове было сказано пойти и занять сосуды, много сосудов, как можно больше. Но занять значило обнажить свое положение. Это значило пройти по своему сообществу и признаться, что она в нужде. Это значило позволить другим увидеть ее пустоту, ее бедность и ее отчаяние. Вот была ее дилемма. Оставаться ли в тишине и сохранить свою гордость, или выйти в уязвимость ради своего наследия? Она выбрала послушание. Она выбрала дерзновение. Она выбрала обнажение. И это решение стало ключом, открывшим ее изобилие. Мое дитя, теперь я должен задать тебе вопрос: что ты отказываешься обнажить? Какую правду о своей ситуации ты скрывал из-за гордости, стыда или страха? Ты прятал свою финансовую боль от других, делая вид, что все в порядке. Ты скрывал свои мечты, потому что не хочешь, чтобы тебя осуждали. Ты закопал свои таланты, потому что боишься критики. Или ты заставил замолчать свой собственный голос, потому что бури жизни убедили тебя, что ты недостоин быть услышанным. Вот твоя моральная дилемма. Ты хочешь, чтобы я открыл двери, но боишься сделать шаг в их сторону. Ты хочешь благословения, но держишься за убеждения, которые ируют твое продвижение. Ты хочешь трансформации, но часть тебя все еще боится перемен. Ты хочешь богатства, но твое сердце дрожит при мысли о том, чтобы уйти от старых циклов. Вдова двинулась не потому, что ее ситуация была легкой, а потому, что она осознала: если останется там, где есть, ее это уничтожит. И сейчас эта истина должна пронзить твой дух. Ты не можешь одновременно нести и послушание, и страх. Ты не можешь держаться за прогресс и за колебания. Ты не можешь цепляться за прошлое и ожидать урожай из будущего. Теперь я открою тебе внутреннюю тайну, которую немногие понимают. Каждое чудо требует неудобного выравнивания.
Каждый прорыв начинается с жертвы уверенности. Каждое благословение требует изменения позы до того, как станет видимым. Вдова должна была закрыть дверь за собой и действовать в частном послушании, прежде чем пришло публичное благословение. Так же должен поступить и ты. Есть инструкции, которые я шептал в твой дух, шаги, идеи, исправления, возможности, которые ты откладывал. Ты говорил себе, что время неподходящее. Ты говорил, что не готов. Ты говорил, что тебе нужны большие ресурсы, больше сил, больше ясности. Но я говорю тебе сейчас, ты откладывал именно тот акт, который открыл бы поток изобилия в твою жизнь. Слушай внимательно, потому что то, чем я собираюсь поделиться, не для всех. Это для тех, кто принадлежит моему завету, для тех, чьи сердца я избрал, для тех, кто ходит под тяжестью божественного предназначения. Я собираюсь обнажить узор, который действовал в твоей жизни годами без твоего ведома. Ты был поставлен на порог прорыва гораздо больше раз, чем осознаешь, но медлительность каждый раз закрывала дверь. Ты видел возможности, но отговаривал себя. Ты чувствовал, как я толкаю тебя вперед, но страх тянул назад. Я давал тебе идеи, вдохновение, связи, видение, но ты позволял сомнениям заставлять их замолчать. И сейчас, пока ты слушаешь, я открываю привилегированное знание. Твой прорыв не ждет идеальных обстоятельств, он ждет твоего решения. Не пойми меня неправильно. Речь не о твоей работоспособности, не о твоей достойности. Речь об выравнивании. Вдова выровнялась под божественную инструкцию, даже если это казалось странной. И чудо последовало за ее выравниванием. Если бы она попыталась до конца все просчитать человеческой логикой, она бы упустила сверхъестественный поток. Если бы она решила занять только несколько сосудов, потому что ей было стыдно или тяжело, масло перестало бы течь гораздо раньше. Но она послушалась полностью, и урожай, который она получила, стал ее неограниченным обеспечением. И сейчас я спрашиваю тебя со святой серьезностью, готов ли ты выровняться полностью? Готов ли ты следовать тем инструкциям, которые я шепчу в твой дух, даже когда они бросают вызов твоему комфорту? Готов ли ты войти в новую идентичность, ту, что определяется не скудостью, а наследием? Или ты останешься там, где есть, зная, что прорыв требует движения? Вот предвосхищение, которое я должен открыть. В финальных частях этого послания я обнажу точный узор благословения, предназначенный твоей жизни. И есть божественный чертеж, связанный с твоей судьбой, последовательность духовных действий, которые откроют финансовое восстановление, эмоциональное обновление и сверхъестественную ясность. Но ты должен быть готов. Ты должен понимать, что не каждое благословение сразу видно. Некоторые начинаются в тишине. Некоторые начинаются в скрытых местах. Некоторые начинаются с маленького шуга, который мир не замечает, но небо празднует. Ты также должен понять вот что. Прежде чем чудо вдовы начало разворачиваться, я потребовал от нее закрыть дверь и вылить то, что у нее было. Этот такт был символичным. Он значил, что ей нужно было перестать смотреть на то, чего у нее нет, и начать использовать то, что было. А ты, мое дитя, слишком много сосредоточен на нехватке. Слишком много на том, что потерял. Слишком много на том, что есть у других, но нет у тебя. Слишком много на том, чего боишься. Но масло, которое я поместил в твою жизнь, твой талант, твоя сила, твоя идея, возможность, твоя стойкость, намного сильнее, чем ты думаешь. Я открою личность твоего масла позже в этом послании, но прежде чем я это сделаю, я задаю тебе вопрос, который подготовит твой дух к откровению. Что ты держишь в своих руках прямо сейчас, что ты недооцениваешь? Какой дар ты отверг, потому что он казался слишком маленьким?
Вдова недооценивала свое масло, и все же в нем была дверь к ее богатству, стабильности и обильному обеспечению. Что, если именно то, что ты игнорировал, и есть основание твоего финансового чуда? Подумай об этом глубоко. Позволь этому опуститься в твою душу. Потому что когда ты поймешь ответ, ты будешь готов к тому, что будет дальше. Мое дитя, теперь, когда твой дух прошел через истину, конфронтацию и откровение, я хочу, чтобы ты вошел в новую атмосферу благословения, атмосферу изобилия, атмосферу сверхъестественной уверенности в том, что чудо, которого ты так жаждал, уже в действии. Почувствуй этот сдвиг в своем сердце даже сейчас. Почувствуй, как тяжесть снимается, как поднимается ясность, как страх растворяется. Ты слышишь не о возможностях, ты слышишь божественные определенности. Ты слышишь голос того, кто сформировал тебя, кто создал твою судьбу, кто запечатал тебя заветом, который нельзя разрушить, кто дал тебе обещания, которые нельзя стереть, кто вдохнул в тебя будущее, которое никто не может украсть. Слушай внимательно, потому что это момент, когда небо начинает разворачивать чертеж твоих благословений. Не теоретических, не символических, осязаемых, измеримых, несомненных благословений. Таких, которые касаются твоих финансов, твоих мыслей, твоего дома, твоих отношений, твоих возможностей. Таких, которые ломают цепи. Таких, которые открывают двери. Таких, которые кладут ключ в твой дух, открывая поколениям новый путь. Я сейчас произнесу слова, которые станут семенами в твоей жизни, семенами, приносящими урожай в свое время. Но ты должен принять их полностью, глубоко, без колебаний. Ты должен открыть свое сердце так же, как вдова открыла свой сосуд с маслом, полностью, без удерживания. Потому что благословение не входит туда, где по-прежнему правит страх. А я хочу благословить тебя. Я хочу переполнить тебя. Я хочу высвободить в твою жизнь такое измерение богатства и обеспечения, которое отражает не экономику мира, а мое божественное изобилие. Так что услышь меня, мое дитя, когда я провозглашаю это над тобой, я посылаю в твою жизнь неожиданные возможности. Не случайные, стратегические. Встречи, выровненные с твоим предназначением. Связи, предназначенные для твоего возвышения. Я приведу людей, которые несут ответы, ресурсы, руководство и двери, которые ты сам открыть не мог. Ты узнаешь их, потому что они будут нести мир, который твой дух мгновенно распознает. Я восстанавливаю то, что было украдено. Каждую потерю, каждую задержку, каждый финансовый откат, каждый момент, когда ты чувствовал, что у тебя забрали время, силы или ресурсы, я превращаю в умноженное наследие. Враг думал, что сможет похоронить твое будущее под грузом нужды, но я воскрешаю твою идентичность как избранного, возлюбленного, предназначенного к изобилию. Ты не уйдешь из этой жизни с пустыми руками. Ты войдешь в полноту моего божественного обеспечения. Я пробуждаю масло внутри тебя. Дар, который ты недооценивал, идею, которую ты заглушил, талант, который игнорировал, потенциал, который отверг, все это станет теперь твоей дверью к процветанию. Ты начнешь видеть, как маленькие начала приводят к великому излиянию. Так же, как масло вдовы умножалось за закрытыми дверями, так и твое благословение начнет множиться в невидимых местах, прежде чем станет явным для других. Твое масло реально, и очень скоро ты узнаешь его. Я защищаю твой путь. Каждый скрытый капкан, каждая невидимая опасность, каждый тихий враг, желавший сорвать твой путь, ничто из этого не преуспеет. Я окружаю тебя божественными щитами. Тьма, которая пыталась задушить твои мечты, теперь отступит под светом моего присутствия. Ни одна сила, вставшая против твоей судьбы,
не одержит победы. Мое дитя, я хочу, чтобы ты ощущал эти обещания не как приятные идеи, а как истину, говоримую прямо в твой дух. Ты входишь не в сезон возможностей, ты входишь в сезон определенности. Сдвиг уже начался. Трансформация уже разворачивается. Река обеспечения уже высвобождена. В тот момент, когда твое сердце открылось для моей инструкции, когда ты стал слушать глубоко, когда ты позволил истине обличить тебя, небо ответило. Но прежде чем я открою финальные слои этой трансформации, прежде чем покажу тебе, как твоя жизнь будет разворачиваться дальше, мне нужно, чтобы ты сделал нечто маленькое, но сильное. Мне нужно, чтобы ты написал декларацию в комментариях. Это не для показухи, не ради внимания. Это выравнивание. Пророческое выравнивание. Чудо вдовы началось с послушания, а не с эмоций. И сейчас я прошу твоего послушания в простом действии. Напиши в комментариях: «Я принимаю благословение». «Я готов к своему чуду». Я прошу об этом, потому что сила письменного заявления ломает духовную тишину. Когда ты набираешь эти слова, ты сажаешь семя веры в почву своего будущего. Ты пишешь не для других, ты пишешь как акт согласия со мной. Небо читает то, что ты пишешь. Ангелы двигаются, когда твоя вера выражена. Это момент твоего выравнивания. Не колеблись. Не прячься. Не говори: «Я напишу позже». Позже – это то, как откладывается судьба. Сейчас – это то, как судьба открывается. Потому что как только ты это заявишь, я смогу открыть еще больше. Как только ты это произнесешь, твой дух будет готов к тому, что придет дальше. Как только ты выведешь свое согласие в мир, цепи, державшие тебя так долго, начинают ослабевать. Теперь слушай внимательно, мое дитя. Есть причина, по которой я прошу тебя оставить комментарий. Есть причина, по которой я настаиваю. Акт написания этой декларации создает непрерывную линию между твоей молитвой и твоим прорывом. Он становится алтарем слов, публичным, но духовным провозглашением, что ты выходишь из скудости в исполненность. И этот такт открывает следующий слой откровения. Потому что скоро, совсем скоро, я открою тебе точную природу того масла, которое я поместил в твою жизнь. Я покажу то, что ты не замечал годами, но что станет основанием твоего богатства. Я открою благословение, которое уже формируется в невидимом. Я открою узор, который тихо формировал твою жизнь, ожидая, когда ты наконец выйдешь в осознанность. Но это откровение принадлежит отвечающим. Тем, кто пишет. Тем, кто заявляет. Тем, кто выравнивается. Тем, кто готовит свой дух к величайшему сдвигу, который они когда-либо знали. Мое дитя, твое чудо близко. Твой прорыв активен. Твой сезон поворачивает. Твоя дверь открывается. Твой ключ поднимается. Твой урожай формируется. Твое сердце пробуждается. Твоя судьба разворачивается. Теперь заяви свое согласие и готовься к тому, что последует. Мое дитя, сейчас ты стоишь у края откровения. Ты прошел через истину, через конфронтацию, через отголоски библейской истории, отражающей твою собственную, через обнажение своей дилеммы, через обещание благословений, поднимающихся вокруг тебя, как рассвет. И теперь, прежде чем твой дух войдет в исполнение моего завета, я хочу обернуть тебя моментом святой тишины, моментом молитвы, моментом, где небо касается земли, где твое сердце встречается с моим вечным присутствием. В этом святом пространстве я произнесу над тобой слова, которые ломают цепи, открывают двери, снимают тяжести,
вкладывают в твои руки божественный ключ. И пока ты слушаешь, твой дух ощутит несомненный сдвиг. Что-то будет вырвано с корнем. Что-то установится. Что-то поднимется. Потому что молитва – это не просто повторение слов, молитва – это выравнивание. Молитва – это невидимое движение, рождающее видимое чудо. Молитва – это дыхание неба, входящее в легкие твоей ситуации. Так что открой свое сердце, пока я говорю. Пусть каждое слово отзовется дальше твоих мыслей, дальше твоих страхов, дальше пределов твоего понимания. Потому что это необычная молитва, это молитва преобразующая. Это момент, когда подготовка, которую я совершал раньше, встречается с тем исполнением, которого ты так ждал. Я начну с моего слова, потому что Писание несет вес вечной истины. Услышь теперь, что я говорю над тобой через 4 царств 4. Пойди, возьми сосуды, не немного. Мое дитя, я уже говорил тебе, что масло вдовы было ее скрытым наследием, ее неожиданной дверью к изобилию, ее недооцененным семенем. Она думала, что у нее ничего нет, а на самом деле в ее доме было основание ее прорыва. И сейчас я открываю тебе ту же истину, масло, которое ты несешь, дар, идея, сила, дисциплина, талант или призвание, которые ты отверг, именно это я буду умножать в следующем сезоне. Потому что твое масло не символ. Оно реально. Оно – часть твоей идентичности. Оно вплетено в твою судьбу. Это ключ, который я вложил в твою руку еще до того, как ты осознал его ценность. И в этой молитве я научу тебя держать его, выливать его, позволять ему течь до тех пор, пока каждое пустое место в твоей жизни не наполнится божественным переливом. Давай начнем. Мое дитя, властью моего слова я говорю мир в твой разум. Бури, с которыми ты сражался, бури счетов, сроков, страхов, разочарований и тревог, уже сейчас успокаиваются. Ты почувствуешь, как этот мир опускается в тебя, словно святая вода, выливающаяся на огонь. Ибо я сказал в Исайе 26:3: «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, потому что он уповает на тебя». И я говорю тебе, сейчас ты закреплен во мне. В этой молитве я также разрушаю дух скудости, который следовал за тобой, как тень. Скудости, которая заставляла тебя бояться будущего. Скудости, которая шептала тебе лжи. Скудости, которая пыталась убедить тебя, что мое обещание недостижимо. Услышь меня, скудость не твоя история. Скудость не твоя идентичность. Скудость не твое наследие. Ты под моим заветом, а мой завет не иссякает. Я провозглашаю над тобой Псалом 22, 1, 23, 1: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Это не образ. Это божественный факт. Нужда больше не будет управлять твоими решениями. Недостаток больше не будет диктовать твой путь. Страх больше не будет заставлять молчать твою веру. Ты будешь ходить в обеспечение, а не в панике. В мудрости, а не в тревоге. В ясности, а не в замешательстве. И теперь, мое дитя, я молюсь за твои руки. Да, за твои физические руки, потому что то, к чему ты прикоснешься в следующем сезоне, будет носить на себе печать божественного умножения. Так же, как я умножал 5 хлебов и 2 рыбы в Евангелиях, так же, как я умножал масло вдовы, как я превращал воду в вино, так я буду умножать то, что ты принесешь мне. Твои руки коснутся того, что другие отвергли, и это станет твоим путем к богатству. Твои руки сформируют то, от чего другие отказались, и это станет сосудом твоего прорыва. Почувствуй мои слова над собой. Второзаконие 28:12 говорит: «Я благословлю все дела рук твоих».
не дела их рук, не дела систем этого мира. Дело твоих рук. Это означает, что благословение личное. Личное, потому что это секрет между мной и тобой. Личное, потому что оно создано именно для тебя. Личное, потому что твой отпечаток – доказательство твоего божественного назначения. То, что я благословляю, никто не может проклясть. То, что я открываю, никто не может закрыть. И сейчас, мое дитя, я обращаю свою молитву к твоей внутренней идентичности, к твоему чувству ценности, уверенности, смелости и достоинства. Ты нес раны многих тяжелых лет. Ты сомневался в своей ценности из-за финансовых бурь. Ты поверил лжи о том, что борьба отражает твою достойность. Услышь меня сейчас с вечной определенностью. Ты избран. Ты любим. Ты ценен. Ты сосуд благословения, а не случай обстоятельств. В Исайе 43:4 я сказал: «Так как ты дорог в очах моих, почтен, и я возлюбил тебя». И я снова говорю это над тобой. Дорогой, избранный, любимый, хранимый, защищенный, покрытый. Ты никогда не ходил один, даже в самый темный свой страх. Я был там. Даже когда ты сомневался в моем присутствии, я направлял тебя. Даже когда ты думал, что я тебя оставил, я нес тебя. Даже когда у тебя не было сил молиться, Дух мой ходатайствовал за тебя. И теперь я говорю жизнь в твою судьбу. Ту судьбу, которую ты считал отложенной. Ту, которую ты считал сломанной. Ту, о которой ты думал, что она слишком далека. Я говорю тебе с властью: то, что принадлежит тебе, нельзя потерять. То, что мною определено, нельзя отменить. То, что я обещал, не может умереть. Твоя судьба не была задержана, она была подготовлена. Я провозглашаю над тобой Амоса 9 часов 13 минут: жнец догонит сеятеля. Это значит ускорение. Это значит сверхъестественное время. Это значит, что благословения придут быстрее, чем усилия, породившие их. Это значит, что долго задерживавшееся вдруг появится. Это значит, что изобилие будет переливаться у тебя на глазах. Ты входишь в ускоренный сезон. А сейчас, мое дитя, мы подходим к исполнению, которое я обещал тебе ранее. К откровению, которое я хранил до этого момента. К истине о твоем скрытом масле. Твое масло – это твой дар, который казался слишком маленьким. Твое масло – это твоя настойчивость, когда ты был слишком уставшим. Твое масло – это идея, которую ты отодвинул в сторону. Твое масло – это талант, в который ты не верил. Твое масло – это мечта, которую ты боялся преследовать. Твое масло – это сострадание, которое ты проявляешь к другим. Твое масло – это твоя дисциплина, твоя трудолюбивость, твоя креативность, твой голос, твой интеллект, твое видение. Твое масло – это все, что я вложил в тебя, что мир не заметил, но небо никогда не забывало. И сейчас в этой молитве я открываю твои глаза, чтобы ты увидел его. Потому что как только ты узнаешь свое масло, ты станешь неудержим. Масло – это ключ. Масло – это дверь. Масло – это наследие. Масло – это благословение в виде семени. Масло – это твой личный знак завета. И теперь я молюсь об этом финальном высвобождении над тобой, да умножится твое масло. Да переполнится твой урожай. Да откроется каждая дверь, предназначенная для тебя. Да поднимется твоя вера с новой силой.
Да засияет твоя судьба в ясности. Да наполнится твое сердце божественной смелостью. Да прозвучит твоя трансформация во всех сферах жизни. Да заставит твое изобилие замолчать каждый страх. Да отразит твое благословение мою славу. Мое дитя, прими это. Впусти это в свой дух. Это твой момент. Это твое чудо. Это твое новое начало. Теперь приготовь себя. Следующая часть проведет тебя к завершению, ясности и финальному призыву продолжать ходить этим божественным путем. Мое дитя, ты дошел до последнего движения этого святого послания, и я хочу, чтобы ты почувствовал тишину вокруг этого момента. Пусть она осядет в твоем сердце, как последнее эхо святого шепота. Ты оказался здесь не случайно. Ты следовал моему голосу через слои откровения, через историю, через конфронтацию, через обещание, через молитву, через раскрытие тайны внутри тебя. Ты прошел ад. Разбитости к трансформации, от путаницы к ясности, от страха к вере, от скудости к поднимающейся уверенности в изобилии. И теперь, когда это послание подходит к завершению, я хочу, чтобы ты унес с собой одно – несокрушимую уверенность в том, что твоя судьба изменилась. Ты можешь еще не видеть каждую деталь, но духовное основание уже заложено. Завет вновь пробужден. Обещание подтверждено. Дверь приоткрылась. Ключ положен в твою руку. Урожай начал формироваться в невидимом. Масло внутри тебя, дар, сила, призвание, идея было распознано. А когда масло распознано, его можно выливать. И как только оно начинает выливаться, умножение становится неизбежным. И потому, даже если это видео подходит к финальным минутам, благословение, которое оно несет, будет действовать еще долго после того, как ты закроешь глаза этой ночью. Мое дитя, я хочу, чтобы ты понял, путь, который ты начал со мной сегодня, не должен закончиться в этот миг. Он должен продолжаться, расширяться, углубляться, укреплять тебя, когда ты будешь проходить следующие дни. Ты не растешь духовно за один момент, ты растешь через устойчивое выравнивание. Поэтому я прошу тебя оставаться соединенным с моим голосом, ходить со мной, пока я продолжу открывать слои твоего предназначения и твоего благословения. Прежде чем это послание завершится, я хочу, чтобы ты сделал нечто важное. Если это слово коснулось тебя, если оно пробудило что-то внутри, если оно всколыхнуло твой дух, если дало тебе направление, утешение, силу или подтверждение, тогда снова оставь комментарий. На этот раз напиши: «Я продолжаю в вере». «Я вхожу в свою судьбу». Когда ты пишешь это, ты запечатываешь слово в своей жизни. Ты якоришь чудо в своем духе. Ты создаешь письменное согласие между землей и небом, такое, которое ангелы могут видеть и на которое могут отвечать. Это не просто комментарий. Это духовная отметка. Это твоя подпись веры. Это твое заявление, что ты отказываешься возвращаться к тому человеку, которым был до начала этого послания. Ты делаешь шаг вперед. Ты поднимаешься. Ты пробуждаешься. Так что напечатай сейчас: «Я продолжаю в вере». «Я вхожу в свою судьбу». И пока ты пишешь эти слова, я благословляю тебя в этот момент. Я благословляю твой разум, чтобы у тебя была ясность. Я благословляю твое сердце, чтобы у тебя была смелость. Я благословляю твои шаги, чтобы они были направляемы. Я благословляю твой труд, чтобы он процветал. Я благословляю твой дом, чтобы там поселился мир. Я благословляю твое будущее, чтобы все, что выровнено с твоим наследием, смогло найти тебя. Ты не входишь в неопределенность, ты входишь в божественную оркестровку. Теперь слушай меня, мое дитя.
Я хочу, чтобы ты оставался связан. Не из-за алгоритма, цифр или статистики, а потому что твоему духу нужно постоянное питание. Твоей душе нужны напоминания. Твоему пути нужно руководство. И мне есть что открывать тебе дальше, гораздо больше, чем я сказал в этом послании. Каждый раз, когда ты возвращаешься, я добавляю еще один слой понимания. Каждый раз, когда слушаешь, я укрепляю еще одну часть тебя. Каждое видео – это продолжение, нить в ткани твоей судьбы, шаг на пути к полноте твоего благословения. И потому сейчас я прошу тебя с любовью и властью, подпишись. Не как механический жест, а как заявление духовной непрерывности. Когда ты подписываешься, ты говоришь: «Я хочу дальше слышать Божий голос через эти послания». Ты говоришь: «Я отказываюсь идти один». Ты говоришь: «Я выбираю путь света, ясности и изобилия». Ты выбираешь устойчивость в мире, который пытается рассеять твое внимание. Ты выбираешь выравнивание в мире, который пытается тебя запутать. Ты выбираешь духовную защиту в мире, полном шума. Подпишись, чтобы не пропустить следующее откровение, которое я высвобожу для твоей жизни. Потому что, мое дитя, путь не заканчивается здесь. Масло внутри тебя начнет приходить в движение в ближайшие дни. Ты начнешь ощущать, как поднимаются идеи, как возвращается мотивация, как старые мечты всплывают вновь, как возможности появляются, словно новые звезды на ночном небе. Ты начнешь замечать знаки, тонкие, святые, несомненные, подтверждающие, что то, что ты услышал сегодня, было реальным. И когда эти моменты придут, ты должен вернуться, чтобы услышать следующую часть того, что я готовлю для тебя. Так что услышь меня сейчас, когда я произношу финальные слова этого послания. Ты уже не тот человек, который нажал «Воспроизвести». Что-то внутри тебя пробудилось. Что-то сдвинулось. Что-то расширилось. Ты вышел из скудости и вошел в изобилие. Ты вышел из страха и вошел в веру. Ты вышел из ожидания и вошел в принятие. Поток благословения уже начался. Обещание уже активировано. Масло уже умножается. Чудо уже разворачивается. И хотя ты пока не видишь всего, знай, что духовный мир уже в движении. Теперь иди вперед. Держи голову поднятой. Держи сердце открытым. Держи дух готовым. Продолжай в вере. Продолжай в ожидании. Продолжай в послушании. Продолжай в выравнивании. Все, что ты потерял, восстанавливается. Все, чего ты боялся, разворачивается вспять. Все, о чем ты молился, приближается. И все, что я обещал тебе, исполнится. Прежде чем уйдешь, не забудь оставить свою декларацию, подписаться и вернуться на следующее послание. Потому что в следующей сессии я покажу тебе, как удержать эту трансформацию, как защитить свое благословение, как охранять свое масло, как ходить с уверенностью по пути впереди. Следующее откровение укрепит основание твоей судьбы и покажет, как жить внутри изобилия, которое теперь принадлежит тебе. Иди с миром. Ходи в благословение. Войди в свое наследие. Твоя дверь открывается. Твой ключ поднимается. Твое чудо разворачивается. И твое будущее ждет.